Владимир Полуда. Мне представляется, Слава, 2 часа каждый день. Это как-то многовато для нашего нежного возраста. Ну, я речь о том, что вот сейчас пришел с тренировки. 2 часа обычно, да, занимает моя тренировка в спортзале. Так, хотя, может, вы ходите не спеша. Ну, на беговой дорожке минут 45, остальное так, силовые разные, так. Немножко жалеете себя. Так, чтобы нежный возраст был всегда молодым возрастом, нужно, в общем, двигаться. Это как телега. Тело мое напоминает телегу. Это самосмазывающийся механизм. Вот представляете, если телега стоит там, я не знаю, годами там, на диване все время лежит, встал. Нет, телега без солидола. Он превращается в камень. Она просто не поедет. Даже не поедет. Потому что все там закаменеет. Так вот, если это смазывать, все время двигаться как-то, тогда будете живчиком. И тело будет благодарно. И будут все процессы, в общем, идти хорошо. Так что я для себя принял, что буду в зал ходить всегда. До тех дней, когда просто всегда. Кровосил. Спирт или водка вместо воды в гуаши плесени не будет. Рецепт такой. Наталья Боровская. Если картины не покупают, не повод для расстройства. Правда, значит, есть что показать на выставке. Я знаю художников, которые продают все, и нечего потом показать. Это правда. Просто они приняли решение, так жить, когда картина очень дешево стоит. Рагман. Бато как-то сказал, не пытайтесь повторить то, что я написал. Даже я не смогу этого повторить, потому что эмоции не имеют копий. По-моему, это гениальная мысль. Открывать в каждой работе себя заново, показывать новые решения. Ради этого, конечно, стоит заниматься живописью, чтобы быть всегда чуть впереди самого себя. Жорж. Спора нет, что искать наилучшее решение, экспериментировать, пробовать разные варианты необходимо, основываясь на базисных основах. Это есть, по-моему, творчество. Но если заведомо ясно, что результат эксперимента будет неудачным, то ради чего эксперимент проводить? Тем более при написании картин. Откуда вы знаете, что он будет неудачным? Вот это настрой. То есть я, например, собираюсь на скалу лезть, да? Но, значит, заведомо ясно, что не залезу, например. Будет неудачно. Сорвешься к чертовой матери. Зачем тогда лезть? Так, я забежал вперед. Для этого есть этюды, эскизы, где можно применить метод проб и ошибок, экспериментировать. Не вся же живопись сплошной эксперимент. Я считаю, что вся. Да ладно, это ваше такое мнение, Джордж. Это все касаемо творческой составляющей. Я помню, у Иветы я был, когда Лохматова в гостях, она показывала большущую работу, 2 метра, наверное, 2 на 2 лодки там такие, да. И она говорит, она мне все не нравилось, я взяла и всю переписала. Человек экспериментирует, да, 2-метровый размер. Даже сейчас удивляюсь, что как я делала, я не знаю. Сейчас уже 40 на 50, 50 на 60, мне больше. Уже я не беру такие размеры. Что очень на них выкладываешься, потом долго перерыв идет. Очень так выжимаешься, эмоционально они большие колоски забирают. Энергия, потому что ты переделаешь все время, ищешь решение или как? Ищу. Ты же здесь ищешь, прямо в холсте? Да, у меня была вода желтая сначала, теплая вода. Долго была. И потом, я смотрю, что не хватает какой-то насыщенности. То есть она, не хватает. Я ее просто сделала холодной, более синий более. То есть бесконечные переделки прямо в холсте? Да. Эскизы я не делаю. Диплом она же делала больше 2 метров, там, наверное, уже 3. И написала всю работу. Потом они с учителем решили, что как-то все
бледновато, что ли, или наоборот. И она взяла, просто недолго думая, валик, и все белилами прокрыла. Все. И написала заново. Ну вот это эксперимент. Человек переписывает такую огромную работу. Потому что душа неспокойна, горит человек, хочет по-другому. Ну да ладно, кто-то на этюдах вот все время. Это нормально, я тоже люблю какие-то этюды экспериментировать. Но я все равно не могу остановиться, когда картину пишешь. Вот не так, а потом даже уже на выставке она там побывала. Смотрю, вот она у меня висит там, и я неспокоен, если пока я не успокоюсь, что вот внутри меня хорошо, да, вот какое-то решение найдено, я буду все равно писать. Ну, я имею в виду по-другому находить это решение. Сам факт поиска, он очень завораживает, интересен. Так, ну тут еще не все, друзья. Жорж продолжает. Есть еще и техническое, и технологическое. И проводить эксперименты в этой области при создании серьезной картины я бы никогда не решился. Например, я не знаю, как писать по тянущему грунту. Ну, и попробовал, поэкспериментировал, но никогда писал картину, которую задумал, а на этюде. Ну, пожалуйста, нормально. Потому что не было известно, насколько мне будет беспроблемно, удобно писать в моей манере и стиле, каков будет результат. И это все прекрасно. Для меня эффективнее писать картину, не экспериментируя, а добиваясь заведомо нужного мне результата. А как его заведомо узнаешь, если это вот прыжок в неведомое? Все равно до конца ты не видишь. Я не вижу до конца. Этюд просто перенести на картину — это не та история. Но мне это не интересно. То есть я все подготовил, и все прям буквально перенес. Это копия будет какая-то. Все равно на стадии подготовки принимается решение, и оно дописывается, доделывается, еще там поиски продолжаются, пока ты в большом формате рулишь все это по этой дороге. Так, заведомо нужного. На основе уже имеющихся знаний, проведенных приемов, отработанных умений. Это только моя концепция, а, возможно, кто-то предпочтет постоянные поиски и эксперименты в живописи, в любых произведениях. И это его творческий путь. Так, быть в поиске. Ну да. Да, мы все совершенно разные и замечательно по-своему. Каждый вот с ума сходит, да? Ведет работу. В этом красота большая. Оксана Б. Слава, стоит ли говорить об ошибках в работах другим? То есть у них ошибки, и надо ли им говорить, да? Когда видишь, как некоторые умельцы, в кавычках, рисуют портреты, кривые, косые, явно без знания анатомии, построения, волосы дыбом встают. При этом обыватели хвалят и восхищаются, а художник явно доволен собой. Каждый раз по-разному. Если человек не просит вас высказываться, ничего не надо говорить. Если он просится, еще надо опять 100 раз подумать, что именно сказать, чтобы вообще у него руки не опустились. Бывает же и такое. Есть такая же мудрость. В руку ученика мастер может вложить столько листьев, сколько тот ученик может взять. Ну, как бы вот по маленькой ложечке ему давать, чтобы он успел переваривать. Ну, мне кажется так. Как вы думаете, друзья? Ну, а чтобы мы шли вперед, не ошибались и не были такими умельцами в кавычках, а были настоящими мастерами, я задумал и сделал уже курс «Детский портрет». И его я буду презентовать в самое ближайшее время. В 2 словах я скажу, что несколько образов детских я рисую, пишу акварелью. У вас будет возможность обратной связи, вы будете работать над предложенными мотивами, постановками. Можете свои предлагать делать, присылать мне на разбор. Потом я это просматриваю, делаю вам видео, присылаю. Значит, с разбором вы получаете доступ к следующему уроку. Уроков всего 6. Первый урок будет бесплатно выложен на моем сайте. Это прям совсем скоро. У всех есть дети, внуки, хочется их порисовать, и давайте это делать профессионально. Поэтому я предлагаю двигаться в этом направлении. Я делал этот курс с душой и уверен, что вам будет интересно. Ну и полезно. Будем двигаться к мастерству. Значит, мы
на правильном пути. Еще даже не чуть-чуть его. Сейчас мама поможет. Друзья, не забывайте подписываться на канал, делиться с друзьями моими видео, ставить лайки, конечно же, задавайте вопросы, комментируйте. Я предлагаю сейчас еще посмотреть один репортаж, называется «Выставка Ильи Ефимовича Репина в Русском музее». Пока, ребята.